Миссис Маргарет Уилсон всю жизнь считала себя дамой с безупречными манерами. Она была воспитана в строгих традициях старой Англии, где все имело свое место, а люди свой круг общения. В свои 70 лет она любила проводить время в дорогих отелях, наслаждаясь покоем и комфортом. На этот раз она выбрала роскошный курорт на побережье, окруженный пальмами и цветущими садами. Здесь все соответствовало ее ожиданиям: утонченная атмосфера, безупречный сервис и исключительно респектабельная публика. В тот знойный полдень Маргарет отдыхала у бассейна. Она устроилась на удобном лежаке с бокалом лимонада и наслаждалась тишиной, прерываемой лишь плеском воды и негромкими разговорами отдыхающих. Все было именно так, как ей нравилось. Но внезапно ее покой был нарушен. В бассейне появился высокий мужчина с темной кожей. Он спокойно вошел в воду и начал плавать, не обращая внимания на окружающих. Маргарет почувствовала, как в ней поднимается раздражение. Это было недопустимо. В ее понимании такие люди не должны находиться рядом с ней в подобных местах. Ее негодование быстро переросло в открытое возмущение. Она поднялась с лежака и громко выразила свое недовольство, не стесняясь в словах. Ее лицо раскраснелось, а голос дрожал от гнева. Отдыхающие замерли, кто-то недовольно покачал головой, но никто не вмешался. Мужчина сначала выглядел ошеломленным. Он не ожидал такой реакции. Несколько секунд он молча смотрел на Маргарет, словно не веря, что в современном мире кто-то мог вести себя так. Затем он медленно вышел из бассейна, бросил на нее спокойный, почти сочувственный взгляд и ушел. На следующий день Маргарет проснулась с чувством легкой тревоги, но быстро отогнала его, уверенная, что поступила правильно. Однако вскоре ее позвали на ресепшн. Там ее встретил управляющий отеля, который холодно сообщил, что ее пребывание здесь завершено. Сначала Маргарет не поверила своим ушам. Она возмущенно спросила, на каком основании ее выселяют, но ответ прозвучал как гром среди ясного неба. Оказалось, что мужчина, которого она оскорбила, не был случайным гостем. Это был Джонатан Уильямс, владелец отеля. В этот момент Маргарет почувствовала, как ее уверенность испаряется. Сердце заколотилось, руки задрожали. Она хотела сказать что-то в свое оправдание, но осознала, что никакие слова не смогут изменить произошедшее. Ее чемоданы уже были упакованы, и ей оставалось только покинуть отель. Когда дверь закрылась за ней, Маргарет впервые за долгие годы почувствовала горькое сожаление. Сожаление не о том, что ее выгнали, а о том, что ее взгляды, которыми она так гордилась всю жизнь, привели ее к этому унижению. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.